Люди всегда обходили стороной кладбища, а ночью вообще старались их не посещать. В этом выпуске я собрал топ-4 жутких событий, которые происходили с посетителями этого места ночью. Я настоятельно не рекомендую восходить ночью на кладбище, и сейчас вы узнаете почему. Досмотрите этот выпуск до конца, подписывайтесь на канал и приятного вам просмотра. Но перед этим выпуском короткая реклама. Друзья, рекомендую вам интересный канал The Dark PK, который снимает крутые видео из мистических мест и показывает реальные проявления паранормального и потустороннего, заброшки ночью, кладбища, вызовы призраков с помощью ЭГФ. Все это увидите на канале The Dark PK. Рекомендую подписаться и поддержать молодой канал. Ссылка в описании. Двое парней решили сократить путь через лес на окраине города, который находится возле городского кладбища. Вначале все было как обычно, пока в кустах у тропинки фонарь не высветил странный предмет, которого тут не должно было быть. Блин, тропка такая, что даже не видно ни хрена. Вот он, сталкер идет. Иду. Подожди. Да, это просто ужас, блядь. А что это такое? Где? Там, Ёпта. ну, что это такое? Вдруг оно заминировано. На пук похоже вроде. В смысле пук? Какой Ну, пук? противогаз вот эти, понял? Да? Похоже, еще какие-то джинсы, знаешь, типа вельветовые. Мгм. Бля, брать его. Фильветовые, блядь. Давай поспорим, кто будет брать. Ну, у меня А, камера. у тебя в руки руках. заняты, ну, значит, без вариантов. Что без вариантов? Да противогаз, хотя фиг его знает. Мягкое что-то или твердое? Ну ты что-то есть? Ну, если твердое, то ну его нафиг. Не. Если мягкое, то еще. Не-не-не, мягкое что-то, какие-то, Ну, тащи. как будто лента какая-то. Изолента. Ну, грязный уже, блядь. Бля, ребят, смотрите, он какой-то еще прошитый. Нафиг. В смысле, блядь, что это такое? Да. А, тут жгут. А еще что-то есть? Сейчас шприц еще найдешь какой-то. Нет, А карманы еще есть там сзади какие-то? Дополнительные? нет, ни хрена нет дальше. Подходя ближе к кладбищу, было ощущение слежки, и в один момент урбансталкер заметил вдалеке фонарь. Кто это мог быть? Окно сторожки в глубине леса? Или неизвестный прохожий? Если мне кажется, там кто-то есть. Ребята, смотрите, если не ошибаюсь, там кто-то есть. Урбан Сталкер. Ты не взял, да, баллон? Баллон. Херово. Так, кто-то идет. Ребята, там впереди кто-то есть. Видишь? Смотри! Капец, капец, блядь. Кто-то идет. Это торч какой-то. Голыми ногами. Сука, что не с лицом? Собаки я не вижу. Видел? Смотри. Придется нахуй что знакомиться. Давай прикольнуться над ним, скажем, что типа там лужа. Слушай, давай без остановиться. Молодой человек! Там лужа! Бухой походу. Что там? Ребята, смотрите нахуй. Где она? Вот она, да? Да, там где-то за деревом какая-то была. А кто там был? Идем посмотрим. Он по тропинке пошел или куда? Бля. Сука, он же тут должен был быть. Да нет. Исчез, да? Чувак! Ну как он съебаться мог-то? Внимание, внимание. Потеряли. В этом выпуске обычный человек решил сократить путь через городское кладбище.
но в один момент заметил сзади себя вдалеке луч фонаря. Благополучно спрятавшись, он пропустил незнакомца вперед, но это было лишь начало. Чё за... Там памятник светится. Так, ребят, что-то я себе вообще на кране накручиваю. Постоянно что-то мерещится. Короче, так я, наверное, сяду где-то сейчас. Подожду, пока все успокоится. И потом пойду дальше. Короче, мне еще столько же пройти осталось на другую сторону. Фишки машины ездят на трассе. Сейчас мне туда надо идти. Там спасение. Так, короче, я пошел. Короче, ребята. Кто-то проходит, смотрите. По тропинке, видите. Пошел. Уходит куда-то. Чтоб вы понимали, он походу со мной шел и светил фонарем. Я заметил фонарь, ушел в кусты. Он по всяким там деревьям светит. Опа, погасил фонарь. Я не знаю, охрана это или кто-то. Короче, я еще посижу в кустах. Подожду, пока он полностью уйдет, что он идет по той же самой дороге, куда и я, на выход. Человек, который прошел, я полагаю, что то, наверное, был все-таки сторож. Как-то так. Посветим туда, посмотрим, что там вообще. Так, там вроде никого нету. Опа! Смотрите. Стой! Ты кто? Не иди ко мне! Смотрите. Со свечой. Походу тут мужик. Он идет, ребят, он идет. Я к этому не готовился. По выходу. Ой, преследует меня, блин. Сука. Этот отрывок из видео лишний раз доказывает, что на кладбище могут происходить странные вещи и порой пугающие. И если бы не камера ночного видения, то неизвестно, чем бы закончился этот поход. Вон, то кот или что, не пойму. Фу, бля. Идем посмотрим. А, это надгробие. А, смотри. Тут тропинка какая-то странная. Собаки, слышали? На кладбище где-то собаки. Надеюсь, чтобы они на нас только не напали. А вот это вот отражалось издалека, потому что два глаза. Так, будем искать место, потому что замерзли немного. Будем для вас снимать контент. Смотрите, ребята, в общем, мы шли по кладбищу. И вот что мы увидели тут, смотрите. Сейчас пойдем. Свечка. Можете видеть, она почти догорела. Вы видите, там воск. Офигеть. Сдалека заметили. Никого вокруг нет. Когда подходил голуби, начали взлетать, у меня еще сердце в пятки не ушло. Фух. Это место все больше и больше мне перестает нравиться. Будем идти дальше, в самую глухомань. Так, ребята, в общем, кое-как поставили камеру на главной тропинке. Будем сейчас уходить. Все. Пошли. И детский какой-то крик и плач женский. Я говорю, у меня тут мурашки по коже. Мне это рассказывали, когда я был еще подростком, но когда плачешь по таким местам, начинаешь в это все верить. Осознавать. Слышал? Да. Слышал? Да. По бутылкам кто-то там ходил, слышал? Да.
забирать камеру. Это мурашки похожи, ребят. Забирай камеру нахер. Пошли. Так, ребята, забрали камеру, короче. Идем назад, уходим отсюда. Постоянно кажется какие-то шаги. Смотри! Уходим! Ту камеру! В этом эпизоде молодой человек отправился через городское кладбище домой. Ничего не предвещало беды. На одном из неосвещенных поворотов он повстречался лицом к лицу с непонятным посетителем этого места, который что-то делал ночью на могилах. Пока все нормально, пока все тихо. Надеюсь, сегодня не будет негативных приключений. Ребята, вот вышел на централку, фонари. Дальше у меня будет путь лежать вот туда. Вот такой интересный склеп, решил вам подснять, чтобы вы видели. Это старинный склеп, которому очень много лет. Опять вороны, слышите? Когда кричат вороны, означает, что там кто-то их тревожит. А раз кто-то тревожит, значит там кто-то есть. Все-таки отключим фонарь. Включений. Ну там мне вперед еще чуть пройти, я уже буду выходить. Все хорошо видно. Опа. Это кто у нас такой? Это какой-то человек. Он с фонарем. Посмотрим, как он отреагирует. Это бабка какая-то или дед? Вы кто такие? Ну нахер. Зовет меня. Лежит. Светит. Вот, ребята, я убежал. Идет этот мужик. Ну то не мужик, то какой-то пацан, не знаю. Или дядька какой-то. Смотрите, он идет вперед. Что-то будет делать, наверное, не знаю. Что-то колупается. Только не свети. О, смотрите. Кулька что-то берет. Берет что-то из кулька. Блять. Бутылки какие-то закапывает. Может, это какой-то уборщик. Как вы думаете? Я не знаю. Опять та же.
не так стрёмно кладбище, как раньше было. Но все равно как-то не по себе, особенно когда эти блики и вороны орут. Ух ты, блядь. Вы живы? Сухарики какие-то. Молодой человек. С вами все нормально. На улице мороз, лучше не оставаться тут ночью на кладбище. Вообще никак не реагирует. Какие-то снимки у него, кульки, сухарики. Молодой человек, вам не нужна помощь или нужна? Я не знаю, что тут сказать. Я с таким сталкиваюсь впервые. Я думаю, не стоит испытывать судьбу. Наверное, надо все-таки уходить отсюда.